Привет, друзья! Сегодня в Германии сразу несколько событий, которые могут повлиять на будущее страны. Новые рейтинги показывают неожиданные перемены в политике. Христианско-демократический союз и альтернатива для Германии АДГ идут почти вровень. На экономическом фронте спад в машиностроении и новые тарифные барьеры со стороны Соединенных Штатов Америки. В Германии, в Магдебурге обсуждают судьбу завода Intel, от которого зависит тысячи рабочих мест. Тем временем четверть арендодаторов в Германии оказались под угрозой бедности. Сара Вагенкнехт жестко критикует политику правительства. Китай ограничивает экспорт редкоземельных металлов, что уже влияет на немецкий автопром. Канада меняет курс в торговой политике с Соединенными Штатами Америки, а в Берлине обсуждают, как снизить счета за электричество для миллионов семей. Все эти новости я разберу подробно, а вы пишите в комментариях свое мнение прямо по ходу просмотра. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, дальше будет еще интереснее. Итак, новый опрос Инса показал, поддержка Христианско-демократического союза ХДС снизилась до 25%. И партия наравне с альтернативой для Германии АДГ за ХДС. Также идет СДПГ 13%, а левый около 11%. Поддержка канцлера Фридриха Мерца ХДС заметно также упала. Одобряют его работу лишь 32%, тогда как недовольны 64%. Это максимальный уровень с начала его каденции. Особенно сильные сомнения на востоке страны, где неудовлетворенность достигла 74%. Тем временем на внеочередном заседании руководства коалиции канцлер Фридрих Мерц выразил явную поддержку лидеру фракции ХДС в Бундестаге Йенсу Шпану, подтвердив, что считает его нужной фигурой в партии. Это оказалось неожиданным, учитывая недавние дискуссии вокруг его кандидатуры и сомнения внутри самой партии, включая со стороны премьера Баварии Маркуса Зёдера. А дальше об экономике Германии. Немецкий машиностроительный экспорт в первом полугодии ощутимо пострадал из-за новых американских пошлин. По данным отраслевого объединения, объем поставок оборудования и машин составил 98,3 миллиарда евро. Внимание, это на 3,4% меньше, чем годом ранее. С учетом коррекции на инфляцию падение достигает 4,9%. Наиболее ощутимые потери пришлись на Соединенные Штаты Америки. Это ключевой рынок для немецких производителей. Во втором квартале экспорт в США сократился сразу на 9,5%. Экономическая нестабильность и та неопределенность в торговой политике наблюдается уже долгое время. Это превышает обычное влияние тарифов, говорит главный экономист Йоганнес Гернт. Он также предупредил, что последствия могут сохраниться и в третьем квартале. При этом спад коснулся не только Соединенных Штатов Америки. Объемы экспорта машин и оборудования из Германии в страны Европы также снизились на 3,7%. Но есть надежда, в ряде стран Европы рост заказов уже начинает восстанавливаться. Экономическая неопределенность заставляет немецкие компании пересматривать свои торговые стратегии. По данным института Инфо, почти 30% предприятий отложили, а 15% вовсе отменили инвестиционные проекты в Соединенные Штаты Америки. Особо уязвимы экспортно-ориентированные отрасли, такие как машиностроение и металлургия. А дальше еще интереснее. Финансовый министр земли Саксония-Анхальт Михаэль Рихтер ХДС подтвердил, правительство земли и город Магдебург планируют вступить в переговоры с компанией Intel по поводу участка земли, предназначенного под строительство фабрики по производству микрочипов. Министр отметил, что компания уже выразила готовность обсудить судьбу этого производства, однако конкретные шаги могут начаться не раньше осени. В переговорах примут участие как представители земельного правительства, так и местной администрации в Магдебурге. Я напомню, что первоначальное предприятие Intel рассматривалось как крупное инвестиционное решение на сумму около 30 миллиардов евро с созданием порядка 3000 рабочих мест. Тем не менее, весной компания отменила свои планы о строительстве в регионе. На данный момент площадь, рассчитанная под завод примерно 4000 гектаров, включена в создание так называемого хай-тех-парка площадью около 1100 гектаров, который охватывает земли вокруг Магдебурга. Город, возможно, имеет право преимущественной покупки этого участка, но затрудняется именно с финансированием из-за напряженной бюджетной ситуации.
Собственные средства земли могут быть объединены с ресурсами и другой компании, парк высоких технологий, созданный специально для управления развитием территориями. Между тем, различные политики по-разному оценивают ситуацию. Например, депутат от «Альтернативы для Германии» АДГ Матиас Шлишке подчеркнул, что окончательное решение будет за Intel, поскольку именно компания контролирует условия продажи. Представитель фракции левых Вольфганг Галлер согласен с очевидной зависимостью региона от воли тоже Intel. Представитель СВДП Йорж Берштейн предложил провести переговоры через High-Tech Park, чтобы избежать долгих согласований, а вице-председатель фракции СДПГ Фалька Грубе предложил разработать совместное концептуальное видение развития территории, объединяющее интересы земли, города и соседних муниципалитетов. И это еще не все. По актуальным данным, в прошлом году 22,4% арендодаторов жилья в Германии оказались под угрозой бедности. Это почти каждый четвертый арендатор. Такие сведения приводит союз Сары Вагенкнехт. Для сравнения, среди владельцев собственного жилья уровень угрозы бедности значительно ниже, всего лишь 8,3%, тогда как 3 года назад он составлял 10,9%. Среди населения в целом показатель уменьшился, а для арендаторов продолжает расти. Сама Сара Вагенкнехт, председатель союза Сара Вагенкнехт, заявила, цитата, «Если уже почти каждый четвертый арендатор рискует оказаться за чертой бедности, это крайне неудачный итог жилищной политики последних лет. И нынешнее правительство делает недостаточно». Конец цитаты. Это правительство делает катастрофически мало. По ее мнению, механизм ограничения роста арендной платы практически не работает, и аренда становится все более социальным риском. Она также предложила меры, которые могут выйти за рамки текущих. Например, заморозить арендные платы до 2030 года в тех регионах, где люди не могут позволить себе адекватное жилье с нормальным доходом, а также вернуть большую часть рынка в сферу общественной и некоммерческой ответственности. Вагенкнехт также настаивает на активной поддержке строительства доступного жилья через публичные некоммерческие компании с льготными займами. А теперь очень важная новость. Китай ужесточил контроль над экспортом редкоземельных металлов и магнитов, что уже сказалось на производстве машин в Германии. Ассоциация немецкой автомобильной промышленности предупредила, рост экспорта без лицензии может привести к остановкам на автозаводах. Генеральный секретарь Хильдемар Мюллер заявила, что ограничения ставят под серьезный вопрос стабильность поставок ключевых компонентов. Одно из важных последствий – это нехватка самих магнитов, необходимых для двигателей электромобилей, антиблокировочных систем и датчиков. Европейские производители уже начали закрывать сборочные площадки, о чем сообщил генеральный секретарь Бенджамин Крике. Он требует у властей обеспечить прозрачный и справедливый процесс получения лицензий. Ситуация напоминает кризис 2020-2021 года, когда перебои с поставками сильно пошатнули индустрию. Эксперты подчеркивают, зависимость от одного поставщика – стратегическая проблема глобальной цепочки поставок. Без диверсификации источников и инфраструктуры изменений подобные ситуации могут повториться. И еще одна международная новость в продолжение торговой войны. Канада объявила о снятии значительной части ранее введенных ответных пошлин на американские товары. Об этом заявил премьер-министр Марк Карни. Решение вступит в силу с 1 сентября 2025 года и касается продукции, подпадающей под действие торгового соглашения США, Мексика, Канада. Карни отметил, что Канада выравнивает свою торговую политику с Соединенными Штатами Америки и убирает те пошлины там, где это позволяет соглашение. Он подчеркнул, цитата, «Более 85% товарооборота между Канадой и Соединенными Штатами Америки теперь освобождены от пошлин. Этот шаг навстречу, цель которого снизить торговую напряженность и оживить переговоры с Вашингтоном». Тем не менее, канадское правительство сохраняет пошлины на сталь, алюминий и автомобили. Это ключевые сектора, которые остаются предметом дальнейших переговоров. Белый дом приветствовал это решение как современный шаг. Карни сообщил, что после телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом тот поддержал снятие пошлин и выразил готовность продолжать диалог. Этот шаг стал частью попытки восстановить доверие и торговую стабильность после ряда взаимных тарифных ограничений, которые ранее затронули канадских экспортеров. Также канадские компании надеются, что снятие барьеров может снизить инфляционное давление и восстановить нормальное инвестиционное развитие.
А теперь внимание, важная новость. Согласно плану федерального правительства Германии, в 2026 году потребителей ждет значительное облегчение. Запланирован государственный субсидиальный пакет в размере 6,5 миллиарда евро для компенсации затрат на эксплуатацию электросетей. Этот шаг направлен на снижение платы за использование электросетей, одного из компонентов стоимости электроэнергии. Как пояснил представитель Министерства экономики, высокие цены связаны с эксплуатационными затратами и дорогим расширением сети. Причем оптовые цены на электроэнергию сегодня почти вдвое превышают уровень 2020 года. Субсидия будет предоставлена в рамках Фонда климата и трансформации, создавая прямую поддержку для потребителей. Советник парламентской фракции Христианско-демократического союза ХДС сообщил в эфире утренних новостей, что снижение платы за использование электросетей составит, внимание, примерно 2 цента за киловатт-час. Это может сэкономить обычному домашнему хозяйству и гражданам от 25 до 50 евро в год в зависимости от потребления. Однако эксперты отмечают, выгода будет разной. В домохозяйствах, расположенных в регионах с высокой собственностью в выработке энергии, эффект будет намного слабее. В среднем экономия составит там вместо 2 центов около 1,6 цента на киловатт в час, что при годовом потреблении в 4000 киловатт даст порядка 64 евро. Но потребительская организация отмечает, что выгода не дойдет до всех. Рамона Поп, это глава Федерального объединения Центров защиты прав потребителей, предупредила, что в регионах с уже низкими сетевыми сборами изменения будут едва заметны. Ассоциация городских коммунальных предприятий также предложила распределить субсидию, часть через сетевые сборы, а часть через другие надбавки, чтобы охватить больше секторов, включая малый бизнес, школы и больницы. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.